Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке вяжем мини-сумочку с кожаными элементами. Несколько мини-сумочек есть у меня на канале, но такого узора, паркет или елочка по кругу, еще не было. Смотрите, у меня есть такой наборчик. Да, это натуральная кожа. Покупала я на Вайлдберрис. Прекрасного качества. Такое плотное донышко. Размер 5 сантиметров на 12 сантиметров. 26 отверстий здесь. Вот такой вот клапан. Все прекрасного качества. Красивый цвет. И в наборчике еще был комби ремень. Вот с такими пришивными штучками. Так, и вязать буду из полиэфирного шнурочка 3 миллиметра. У меня большая бобина, здесь у меня 300 метров. Для вязания такой мини-сумочки вполне достаточно будет одного моточка 100 метров. Смотрите, у меня вот такой вот плоский шнур 3 миллиметра, вот такого красивого лавандового цвета. Да, и вязать буду крючком номер 4. Итак, приступаем к обвязыванию донышка. Итак, для обвязывания донышка возьму крючок поменьше, 3,5 возьму. И смотрите, оставляем вот такой вот хвостик. Этого вполне достаточно. Ну, сколько здесь? 20 сантиметров, да, где-то здесь будет. Для первой косички нашей и далее для закрытия первого ряда. Так, и начинаем отсюда вывязывать нашу косичку. Так, хвостик оставляем. И просто в дырочке мы вяжем соединительными петельками просто косичку по кругу. Делайте эти петельки более-менее свободными, чтобы они не туго вязались. Вяжем самостоятельно по кругу. Так, ныряем в последнее отверстие, да, и вытягиваем оттуда не основную нить, а хвостик. Вытягиваем этот хвостик и делаем красивую искусственную петельку. Вот так вот наизнанку вытянули. Так, здесь у нас получилась вот такая красивая косичка. Начинаем вязать. Смотрите, как буду обвязывать я. Вот здесь по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. С одной стороны и с другой стороны напротив у меня будет по 2 столбика с накидом. Далее идут 2 одинарных, 2 по 2, 2 одинарных и снова 7 по 2 столбика. То есть я сейчас провяжу немножко, вы поймете, и в итоге я посчитаю и скажу, сколько у меня столбиков без накида по всему донышку. Так, начинаем вот с этого отверстия. Сюда мы провязываем 2 столбика в одну петельку, 2 столбика без накида. Так, следующие 2 у нас одинарные. Мы провязываем по одному. Следующие 2 у нас удвоенные. Вяжем по 2 столбика в одно отверстие. Здесь брала крючок поменьше, дабы удобнее было вязать. Далее перейдем на крючок номер 4. Так, далее снова 2 одинарные петельки. Далее, как я и говорила, вот этот овал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 подряд мы провязываем по 2 столбика без накида.
Итак, смотрите. Вот этот овал я провязала по 2, 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По прямой мы вяжем точно так же, как с противоположной стороны. 2 одиночных, 2 удвоенных, 2 одиночных. И остается противоположный овал, где первую петельку мы уже провязали. 1, 2, 3, 4, 5, 6 мы провязываем удвоенных. Провязываем сами до конца. Здесь все петельки удвоенные. Я покажу, как закрыть этот ряд. И скажу, сколько этого у нас столбиков. Итак, довязываем последний наш столбик. 2 петельки на крючке. Берем наш хвостик. И таким образом хвостиком мы закрываем этот ряд. Только этот ряд. Все, далее хвостик нам не понадобится. То есть этой длины, которую мы оставляли, нам вполне достаточно. И смотрите, всего по кругу у меня получилось 44 столбика без накида. Так, теперь оттуда, откуда исходит у нас хвостик, да, провязываем. Провязываем нашу первую петельку. Далее ныряем в следующую петлю, захватываем заднюю полупетлю и перемычку. Вот так вот вытягиваем и провязываем. Да, не забываем, мы меняем крючок уже на номер 4. Далее мы все будем вязать крючком номер 4, все полотно. И смотрите, вот в эту петельку мы ставим маркер. Здесь у нас как бы такая петля, в которой мы будем заканчивать наш этот первый ряд узора. Далее мы уже вяжем наш узор косичка или елочка или паркет. Захватываем вот эту петельку и ныряем в следующую. Задняя полупетля, перемычка, вытянули 3 петли на крючке, провязали все вместе. И так далее, все время захватывая вот эту петельку. То есть таким образом мы делаем как бы косичку. Ряды у нас будут чередоваться, я вам все покажу, потому что в принципе этот узор вяжется поворотными рядами. Чтобы вязать его по кругу, я покажу, что надо делать. Несмотря на то, что сам шнурочек, он такой вот всего лишь 3 миллиметра, он не очень плотный, но благодаря этому узору сумочка будет очень хорошо держать форму. Так, вяжем до конца первый ряд. Так, провязываем, заканчиваем первый ряд узора. Смотрите, вот здесь у нас стоит маркер. Я сейчас сниму его, поставлю рядом, потому что в эту петельку мы закрываем, вот в эту петельку мы закрываем этот ряд. Итак, смотрите, вот отсюда исходит первая петля, то есть больше сюда ничего не провязываем, а вот так захватываем крючок и под эту петельку, где стоял у нас маркер, вытянули эту третью петлю и ею все вот так вот стягиваем. Да, делаем воздушную петельку. Все, первый ряд мы закрыли. Далее разворачиваем и будем вязать как бы изнутри. То есть можно сказать тоже поворотными рядами, как в принципе этот узор и вяжется, только мы это сделаем по кругу. Так, смотрите, вот наша первая воздушная петелька, да, заходим вот так вот с лицевой стороны. То есть если так заходим вот так вот, крючок сзади заходит под косичку и под перемычку. Вытягиваем и провязываем. Да, и маркер теперь ставим вот в эту первую петельку.
И далее, смотрите, захватывая эту петельку, снова заводим крючок с обратной стороны, захватываем косичку и еще нижнюю перемычку, вытянули 3 петельки и все вместе провязали. Снова захватываем в следующую петельку и косичку, и перемычку. Все вместе провязали. Теперь смотрим. Вот как ложится наш узор с лицевой стороны. Так, вот эту третью провяжем, чтобы они все были ровненькие, ровненькие полосочки. Вот так вот. Видите, как косичка ложится красиво? То есть здесь она идет в обратную сторону. Вот так мы будем вязать наши четные ряды. Это у нас второй ряд четный. Нечетные это будут у нас лицевые ряды. И вот таким вот образом вяжем до конца ряда наш второй нечетный ряд изнаночный. Итак, довязываем наш второй изнаночный ряд. Смотрите, маркер у меня вот в этой петельке. Я его переставлю, потому что сейчас в эту петельку мы будем закрывать наш ряд. Я переставлю в соседнюю петельку. Так, провязываем еще последнюю. Тут видно, что у нас еще одна петелька не провязана. Провязали. И смотрите, ныряем. Как всегда, захватываем вот эту петельку. Да, нырнули сюда. И вот так вот сзади в нашу петлю выводим ниточку, выводим наш шнур и протягиваем наши 2 петельки. И делаем воздушную петлю. Все, мы провязали второй ряд. Смотрите, как у нас выглядит узор. По-моему, очень красиво и очень плотно. И, по сути, дальше мы будем видеть, что никаких переходов у нас не будет видно. Так, вот наш маркер. Теперь мы с лицевой стороны. Смотрите, как мы будем делать всегда на лицевой стороне. Вот воздушная петелька провязана. И сразу первую петлю мы под 2 косички ныряем, не захватывая перемычку. Вот так вот вытягиваем и провязываем. Это на лицевых рядах. И снова ставим маркер, чтобы мы видели, за какую петельку нам закрывать ряд. Вот у нас вот эта петелька. И дальше у нас лицевые ряды. Мы их вяжем вот так вот классически, захватывая 2 косички и перемычку. Вытягиваем и провязываем вместе. Они вяжутся полегче, чем изнаночные ряды. Но, в принципе, если приноровиться, то и при вязании изнаночных рядов ничего сложного. Зато получается у нас оригинальная сумочка, не такая, как у всех. Красивая такая, плетеная. Так, вяжем лицевые ряды. Еще раз покажу, как я закрываю ряды и как перехожу на изнаночные. Смотрите, какая красота. Итак, довязываем до конца наш лицевой ряд. Маркер я уже перенесла в соседнюю петельку. Смотрите, вот эту как бы такую соединительную петельку, она такая неполноценная, неполная, маленькая, провязывать не надо. То есть мы сразу же сейчас цепляем вот эту петлю, как обычно, вот в эту, где у нас был маркер, и протягиваем нашу третью через 2 петельки. Вот. Если хотите, можете считать, чтобы не запутаться. Вот этих полосочек в каждом ряду у нас должно быть 44. Как и в начале, когда мы обвязывали донышко, у нас было 44 столбика без накида. Так, затянули. Делаем воздушную петлю, переходим на изнаночный ряд. И изнаночные ряды мы начинаем провязывать. Так,
в шнурочек наш изнутри заводим. Изнаночные ряды начинаем провязывать всегда вот таким вот способом. То есть заводим крючок сзади под косичку и под перемычку. Вытягиваем. Ой. Так, сразу же в первую петельку заводим крючок сзади под косичку и под перемычку. И вытягиваем наш шнур. Вытягиваем и провязываем нашу первую петельку, да, и сразу же ставим маркер в ту петлю, в которую мы будем заканчивать наш нечетный этот ряд, да, и все изнаночные ряды мы вяжем вот как я вам показывала второй ряд. Захватываем эту петельку, ныряем под косичку и под перемычку, вытянули, провязали. Если приноровиться, то это совсем и не сложно. Зато получаем вот такую плотную, красивую сумочку. Хотя, честно я вам скажу, шнур очень мягенький. А за счет такой вот вязки сумочка очень хорошо держит форму. Так, вот этот хвостик внутри мы уже спрячем, он нам не нужен. Итак, я вам показала, как закрывать ряды. Далее вы знаете, как уже я вам показывала, как я начинала вязать третий ряд. То есть, когда мы закончим вязать изнаночный, точно так же вяжем, как и мы вязали наш третий ряд. Вяжем на необходимую нам высоту. Итак, смотрите, у меня получается 17 рядов. Да, высота сумочки и 16 сантиметров на данный момент. Когда мы пришьем клапан, сумочка будет чуть повыше. Так, мы заканчиваем вязать этот ряд и сделаем еще ряд с соединительными петельками, чтобы края, бортики сумочки были более плотными. Так, снимаем наш маркер и делаем вот так вот последнюю петельку, да, и провязываем воздушную петельку, закрепили, и теперь идем под косичку и соединительными петельками идем по всему периметру, да, таким образом мы укрепляем стенки нашей сумки. Смотрите, какая будет соединительная косичка, за счет ее получатся такие плотные края. Вот моя соединительная косичка. Итак, идем по всему периметру, покажу, как сделать последнюю петельку. Итак, смотрите, обвязала по кругу. За счет нашей этой косички получается вот такой вот плотный бортик. И вообще очень плотная получилась сумочка за счет узора. Так, смотрите, где у нас последняя петелька. И мы, обходя вот эту маленькую, сейчас через вот эту следующую петлю сформируем искусственную последнюю петельку. То есть вытягиваем наш шнур, я его уже обрезала, да, ныряем под вот эту косичку. Вот эту маленькую мы пропускаем. Мы как бы над ней сделаем искусственную последнюю петельку. Заходим с изнанки. Зашли, да, и вытягиваем наш шнур. Вот, сформировали мы последнюю нашу петельку. Хвостик теперь спрячем. Так, хвостики спрятала, да, теперь складываем нашу сумочку вот так вот. Можно даже по уголочкам поставить маркеры по желанию. Пришивать клапан. Я в клапан всегда пришиваю не сверху, а опускаюсь на ряд или на 2 рядочка ниже. Сейчас опустимся на ряд ниже. То есть мы прикладываем наш клапан. Сшивать буду, видите, с этой стороны, где заканчивала ряд. Немножко, совсем чуть-чуть здесь видно переход. Вот так вот прикладываю клапан. Главное, прикладывайте ровненько. Так, и я отрезала шнурочек, не буду говорить точно какую длину, но отрежьте просто длинный шнурочек, да, сантиметров 100-150, я думаю, приблизительно. Смотрите, и оставляем где-то вот такой вот хвостик для формирования самой первой петельки. Мы потом ее сформируем в конце, когда пройдемся соединительной косичкой по всему нашему клапану.
Ныряем. Оставили хвостик. Так, опустилась на один ряд ниже. Так, и теперь по всему периметру, вытягивая вот такие вот петельки, берем наш шнур основной, не очень удобно показывать. Главное, эти петельки не делайте очень стянутыми, чтобы они не стягивали наш клапан, но и не очень свободными, чтобы они как бы его пришивали, но не стягивали. Вытягиваем петельку и прокладываем по всему клапану вот такие вот косички. Так, когда пройдусь до конца ряда, покажу, как сделать последнюю, потом вернемся, сделаем первую петельку. Самостоятельно прокладываем соединительную строчку. Так, смотрите, проложили мы строчку, складываем вот так вот. Да, одинаковые. С одной и с другой стороны мы оставили вот эти вот уголочки. Так, теперь делаем последнюю петельку. Вытягиваем наш шнур. Так, вытянула, потом обратно его, но только чтобы между ними была еще какая-то хотя бы петелька или вот, ну, то есть, чтобы сформировалась косичка, да, петелька такая. Все. И теперь затягиваем вот здесь вот. Здесь хвостики спрячем. Так, смотрите, как это выглядит с этой стороны. И теперь осталось искусственную косичку сделать начальную, первую. Мы оставляли хвостик. Вытягиваем его. Да, и с этой стороны формируем первую петельку. Вот, и протягиваем обратно с изнанки. То есть как бы косичка у нас идет вот так вот по всему нашему клапану. Сейчас спрячу все хвостики и покажу, что будем делать дальше. Итак, смотрите, клапан мы пришили. Да, остается нам теперь снять вот это колечко и просто его присоединить в нужное место. У нас сумочка будет на этом. То есть вот я сейчас присоединю. То есть вот это колечко присоединяется очень легко. Видите, оно такое вот съемное обычное кольцо. И останется еще пришить боковинки. Это тоже я сделаю самостоятельно. Я думаю, это не составит никакого труда. Вот у нас такой комби-ремень очень красивый вместе с боковинками. Комплект просто шикарный. Ссылку оставлю в описании под данным роликом. И сейчас покажу уже вам готовый вариант. Итак, сумочка моя готова. Вот такая получилась симпатичная малышка. Смотрите, какая красивая кожа, какая плотная сумочка. Все расходы, все реквизиты напишу в описании под данным роликом. Оставлю ссылку, где покупала кожаный набор, где покупала шнурочек. Смотрите. И вот такой вот комби-ремень, что очень удобно, чем просто цепочка. Итак, если вам полезен был мой видеоурок по вязанию вот такой вот малышки мини-сумочки узором елочка или паркет, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!